Всем привет, друзья! С вами я, Ксения Назарова, и я вас приветствую на своем канале «Красота в деталях». Сегодня будем делать вот такой вот апофеоз нежности из лент розовых, нежнейших оттенков. Цветочек в моем украшении для резиночки сделан из репсовой ленты шириной 1,5 сантиметра нежного розового цвета и продублирован полупрозрачной розовой лентой органзы шириной 2,5 сантиметра. Чтобы сделать такой цветочек, не нужно какого-то большого количества времени и большого количества материала. Поэтому оставайтесь, пожалуйста, со мной, делайте красоту для своих любимых маленьких принцесс, дарите свое творчество окружающим, и с вас лайк. Если вы поставите мне лайк, буду вам очень благодарна. А также, если вы поделитесь прекрасной красотой в соцсетях с своими друзьями. А мы с вами давайте начнем наш видеоурок. Итак, друзья, приступим к нашему мастер-классу. Сегодня мы создаем прекрасную пару вот к такому нежному розовенькому цветочку для украшения наших маленьких феечек, принцесс и так далее. Для работы нам понадобится два вида ленточек. Первая лента – это репсовая лента шириной 1,5 сантиметра. Из нее мы будем делать лепесточки канзаши. Лепесточков таких нам нужно будет сделать 12 штук. И для одного лепесточка нужно взять отрезок ленты длиной 6 сантиметров. Шириной, как я уже сказала, 1,5 сантиметра. В дополнение к бантику можно делать, а можно и обойтись просто цветочком. Я взяла ленточку органзу стандартной ширины 2,5 сантиметра. Из нее мы будем составлять два ушка нашего бантика. Также для украшения, естественно, нам понадобится бесшовная резиночка или заколка, зажигалка, пинцет, термоклей, линейка, ножницы, а также красивая серединка или страза для нашего цветочка. Небольшой фетровый кружочек послужит основой нашего украшения и иголочкой с ниткой, чтобы пришить резиночку к основе. Итак, вначале займемся самим цветочком. Лепесточки большинство я уже сделала и покажу, как делать лепесточки, чтобы создать вот такой красивый цветочек, похожий немного на звездочку. Первым делом обработаем края огнем зажигалки. Далее мы складываем отрезок пополам. Далее складываем еще раз его пополам вдоль ширины. И теперь нам нужно будет небольшой краешек на уголок вот так отрезать. И при помощи пинцета и зажигалки склеить место среза. Вот что у нас получается. Что делаем дальше? Первый слой ленточки мы складываем краешки к серединке, немного наискосок. Делаем наш лепесточек объемным. Вот так примерно мы поступим с нашим цветочком, и отступив несколько миллиметров от края, подровняем все слои ленточки и склеим при помощи огня зажигалки наш лепесток. И при помощи ножниц придам лепесточку округлую форму. Таким вот образом. Обязательно место среза обработаю огнем зажигалки.
Вот такие вот объемные лепесточки у нас получаются. Вот таких лепесточек нам понадобится 12 штук. Сложим пополам, еще раз пополам. Срежем краешек, уголок. Приплавили. Работаем с верхним слоем. Делаем лепесточек более объемным. Отгибаю краешки к серединке. Срезаем несколько миллиметров, подравниваем все слои ленточки. И скругляем наш лепесточек при помощи ножниц. Теперь при помощи термоклея будем составлять наш цветок. Первый слой цветочка из 6 лепестков. На капельку клея будем подклеивать наши лепесточки. Снизу в шахматном порядке подклеиваем второй слой нашего цветочка.
Цветочек наш готов, и осталось украсить его серединкой. Это у меня вот такая полубусина, пластиковая, жемчужного цвета. Теперь займемся резиночкой. Резиночку к фетровому кружочку, который очень маленький, диаметр 2 сантиметра, я просто пришью при помощи иголочки с ниткой. И теперь из ленточки органзы сделаю ушки для бантика. Правое ушко я уже сделала, левое сделаю аналогичным образом. Для этого мне понадобится линейка и иголочка с ниткой. Также немного ленты органзы нежно-розового цвета, шириной 2,5 сантиметра. Обработаю краешек огнем зажигалки. И теперь я делаю 3 ушка длиной 5 сантиметров. Делаю 3 петельки. Одна петелька. Вторая. И третья. Лишнюю ленточку отрезаю. И вот что должно у меня получиться. И теперь немного смещаю эти 3 петельки, делая такой небольшой веер. Это будет половинка нашего бантика. Теперь смело можно срезать несколько миллиметров от края и сплавить в таком положении наши петельки. И при помощи иголочки с ниткой присборить наш бантик. Закрепляем иголочку и собираем наш бантик на термоклей. Приклеим 2 половинки бантика к фетровой основе. Также можно приклеить вначале к цветочку и потом всю конструкцию приклеить к фетровому кружочку, как удобнее. Наносим клей на фетровую основу и прикрепляем к нашему украшению.
наши нежные бантики для малышек готовы. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте, пожалуйста, лайк, делитесь этим мастер-классом со своими друзьями, подписывайтесь на мой канал и до новых творческих встреч. Пока-пока!